Давайте смоделируем ситуацию: жаркие австралийские выходные, и люди потянулись на многочисленные пляжи. Кто-то заниматься серфингом, кто-то просто поваляться на горячем песке в окружении семьи и забыть о трудовых буднях, а кто-то так вообще с целым домом на колесах, намереваясь провести несколько дней в кемпинге. Представили? Красота! Вот только природа не вовремя напомнила людям о том, что они лишь гости на планете, если такое вообще может случиться вовремя. Суббота, вечер, пляж Рейнбоу, в штате Квинсленд, Австралия. Многочисленные посетители отдыхают в кемпинге, как вдруг земля начинает судорожно дрожать. Вокруг раскачиваются деревья, люди в панике пытаются выбраться из своих палаток, не находя от страха замки молний. Кто-то в спешке собирает вещи и бежит к своей машине, кто-то пытается собрать вокруг себя свою многочисленную семью. Всех этих людей объединяет лишь одно: никто не понимает, что происходит. Вдруг раздался страшный грохот, как будто земля раскололась пополам. Часть пляжа буквально провалилась, унося с собой деревья, кусты и имущество граждан. По словам очевидцев, воронка разверзлась буквально за несколько секунд и унесла с собой палатки, пляжную мебель, а также несколько автомобилей и дом на колесах. Это была не просто трещина в земле, это была воронка размером с футбольное поле свыше 100 метров в диаметре, но не слишком глубокая, всего около 3 метров. Хотя воронки бывают и поглубже, например, колодец Ада в Йемене, который ученые активно исследуют. Однако для паники людей хватило и этого, ведь в образовавшийся разлом с бешеным ревом хлынула морская вода, которая наполнила яму также за несколько секунд. Стоит отдать должное властям и полиции штата Квинсленд, они сработали оперативно, насколько это было возможно. Уже через несколько часов все посетители пляжа были эвакуированы на безопасное расстояние, и к работе приступили специалисты-геологи и сейсмологи. Удивительно, но, несмотря на достаточно позднее время, ни один из отдыхающих людей не пострадал, если не брать в расчет шок от увиденного. Один очевидец рассказал, что как только раздался оглушительный грохот, он бросился к своему автомобилю и отогнал его подальше, после чего бегом вернулся за вещами. Правда, вещи спасти не удалось, но мужчина рад, что его машина не улетела в воронку. Специалисты считают, что огромный разлом в земле появился из-за подземных толчков, которые уже произошли недалеко от этого места недели раньше. Также сейсмологи утверждают, что воронка скорее всего значительно увеличится, и поэтому людям не стоит посещать пляж в ближайшее время. Вот видео с местных каналов. Также ученые отметили, что такой феномен произошел не первый раз. В 2011 году на этом же пляже произошло нечто похожее. По удивительному стечению обстоятельств, в тот раз тоже обошлось без жертв и потерпевших. На самом деле, ответ на вопрос, почему так происходит, достаточно прост. Австралия расположена на австралийской тектонической плите. Однако материк находится не на границе плит, где, как правило, и происходит землетрясение, а в центре плиты. Но есть одно но: Австралия расположена прямо на разломе плиты, который носит имя разлом губернатора, и все толчки, происходящие на материке, называются внутриплитными. Именно поэтому в Австралии ни разу не было особенно мощных землетрясений. Самые сильные толчки были зафиксированы в 1988 году в Теннант-Крик, когда магнитуда составила 6,7 баллов. Хотя, по словам ученых, особенно мощное землетрясение способно расколоть всю нашу планету пополам. Удивительный факт: никто и тогда не пострадал, если не считать одного мужчину, который из-за толчков упал с лестницы во время покраски дома. Впрочем, и он отделался лишь ссадинами и ушибами. А вы когда-нибудь сталкивались с чем-то похожим, а может, чувствовали подземные толчки? Напишите в комментариях, что вы тогда испытывали. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.